Привет, друзья! В сегодняшнем видео я покажу вам, как модернизировать ноутбук с помощью замены вместо CD-ROM. Ставим адаптер OptiBay и в него и адаптер с поддержкой SATA 3, и в него ставим вот такой SSD на 120 гигабайт. На него мы установим потом операционную систему. И другой винчестер HDD тут стоит на 1 терабайт. Давайте распакуем. У нас отличие между SATA 2 и SATA 3 это в скорости. Это у нас адаптер SATA 3, то есть поддерживает скорость до 6 гигабит в секунду. И также этот у нас винчестер поддерживает, то есть этот винчестер у нас со скоростью 6 гигабит в секунду. Давайте пока ноутбук в сторону. Распаковываем наш SSD. Вынимаем заглушку, ставим наш SSD. Так, в комплекте идет вот такая отверточка. Откручиваем вот здесь такие фиксирующие болтики. Здесь немножко зажимаем. Теперь приступаем к ноутбуку. Откручиваем винтик, который он обычно у нас позначен, что он отвечает за CD-ROM. В этой модели ноутбука у нас CD-ROM нет, есть такая вот заглушка, и на ее место мы ставим наш SSD. Все, вот таким образом мы установили наш SSD. Все, установка выполнена. Теперь в BIOS настроим, чтобы у нас загрузка и шла первым делом из SSD диска. Клавишей F2 заходим в BIOS. Здесь видим характеристики ноутбука, но нам нужна вкладка Boot. Заходим в нее и с помощью клавиш F5 и F6 выбираем, что у нас приоритет загрузки.
теперь мы поставили, что у нас приоритет загрузки будет с CCD. Видим, вот у нас CCD и вот у нас HDD. Все, сохраняем наши настройки и будем ставить Windows. Итак, мы установили Windows 10. Сейчас я вам покажу. Это у нас CCD, а это у нас HDD. Будет использоваться для различных медиафайлов и файлов для игр и тому подобное. Все, вот такую модернизацию мы сделали. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставим лайки, подписываемся на канал. До свидания.